Приветствую вас, зрители нашего канала «Жизнь без границ». Проезжая мимо по дороге, увидели строящиеся дома. Там была реклама, телефон. Решили позвонить, договориться о встрече с руководителем или с директором этой стройки. И решили сами посмотреть и показать вам. Может, вам будет интересно. Нам вот стало интересно. Значит, видите, этот район находится охранная зона, парк Кампинос Народовый. А с этой стороны у нас протекает Висла. Размещение этого объекта буквально 40 километров от Варшавы. Очень удобная локация. Тут дорога проходит. В этом населенном пункте рядом есть школы. Две школы. Автобус ходит, забирает детей по этой дороге. Тут находится магазин Дина сетевой. Много мелких магазинов, штуки 4 или 5. Так что довольно очень удобное месторасположение. Вот видите, здесь такая оживленная дорога, но относительно тихая. Потому что другая дорога идет на Варшаву рядом. Она где-то метров за 300 отсюда, поэтому ее не слышно. Ну, это другие оседла есть. Так что это новое оседло. Можно здесь, мы походим, посмотрим на это все, на это строительство. И вы сами уже решите, надо вам здесь покупать жилье, или вы хотите в другом каком-то районе купить. Но это место считается экологическим. Здесь нет промышленных объектов, здесь запрещено их просто строить. Поэтому очень чистый воздух, лес, река. Вот тут видите уже готовый сегмент, а вот там вот дальше это строится еще дома. Так что ждем, кто нам расскажет больше об этом. Ну вот, мы дождались директора этого прекрасного, это оседло называется или как? Ну, оседло, Или да. просто отдельные будем. Краеобразы Кампиноса. Да, назван, значит, ну вот это вот оседло, здесь вот уже эти два дома, не два дома, а этот близняк, он уже проданный, вон еще строится. И сколько еще будет строиться здесь? Еще Первый этап 7 штук. 7 штук. 7 близняк. И еще будет дальше, да? Да, а второй этап еще ждем на позволение. Ага, ну видите, уже есть, и еще есть свободные, так сказать, эти дома, да? Да, Еще да, не да, все проданы. да, есть. Так что видите, есть здесь еще свободные места. Место очень шикарное, очень экологическое. Кампиноса, парк Народовый, а с другой стороны Висла. Так что здесь не разрешено никаких строительств, никаких объектов химических и других, которые будут вам портить жизнь, как в Варшаве. Так что, варшавяки, давайте, собирайтесь, переезжайте в окрестности под Варшавой. Здесь очень классные места. Я хотел уточнить, можно сюда зайти, посмотреть, как он, или он закрытый? Ну вот видите, вот этот вот, эти два близняка уже проданы, они сделаны, так сказать, уже все готовые. А вообще эти дома продаются в состоянии стан девелоперский замкнутый, то есть окна вставлены, штукатурка, стяжка. Видите, 7 домов. Разрешение получено, и на второй этап еще будет получено. Уже оно подходит к завершению. Ворота такие подъемные. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Значит, что? Стены с керамического кирпича. Выливки. Толщина где-то сантиметров 20, наверное. Это потолок. Пол-потолок второго этажа. Ну и вот верхняя часть, нижняя часть утеплена, а верхняя, она тоже утеплена и закрыта бляхой такой. Ну вот так вот, это так вот будет выглядеть, как сдается дом, правильно? Значит, не до конца, мы еще здесь будем делать стяжку. Ага. Будет И в домах, которые теплые будут тоже, полы. да? Да. Будут теплые полы. Теплые полы. Кстати, да, где? Помпа тепла. А во всех Во помещениях? всех в гараже не знаю, может в гараже дадим там небольшие. Ага. То есть вот как гаражные ворота стоят, так будет пол. Ага.
Но Это, это, еще не законченный процесс, тут все. это сантиметров 25, наверное, плюс, да? да. Хорошо. Потолок будет делаться, зашиваться или нет? Нет, тут в гараже оставляем так, как есть, Ага. а наверху будет утепляться пеной. Э, 20 Хорошо. сантиметров. То есть крыша будет утепляться пеной, да? Да. 20 сантиметров. Задуваться. Ну вот так вот, смотрите, вот так вот выглядит. Здесь уже штукатурка готова, правильно? Да, Здесь уже штукатурка готова, электрика выведена, но розетки уже сами вставите, кто захочет. Я так понимаю, тут место под камин. да. Так, что у нас здесь еще? А сколько метров вот это вот, это зал с кухней? Сейчас я скажу. Здесь кухонная часть с таким окном широким. Еще дверь одна. Тут получается выход на террасу. Тут кухня, аннекс кухонный зал. Тут туалет. Гостевой. Ага, ну тут такое маленькое помещение под туалет для гостей. А основной там на втором будет, наверное, Да. этаже. На первом. Сейчас я покажу. Значит, вот у нас кухня плюс спижарня, то есть эта часть 264 Ага. и салон 39 метров. И салон 39. Да. Вместе там 40 с чем-то метров. Угу. Так, и здесь тоже получается теплый пол будет сантиметров Да. где-то 20. Да, И помпа тепла будет. Потом укладываем пол теплый Ага. и стяжка. Ну, то есть будет готово под плитку, под ламинат, что там кто хочет. А вопрос такой сразу возникнет. Вы делаете до конца отделку по так сказать, Если по заказчик- желанию? Да, если заказчик хочет, мы можем сделать под проект дизайнерский, даже помочь в этом. Ага. А у вас есть свои плиточники или Есть, да. есть? Ну вот видите, как компания сама, так сказать, имеет свою бригаду, которая ложит. Мы можем все закончить. Не под выконавца, так сказать. Да, не, мы сами, это все Да. наши люди. Ясно. Ну что, поднимемся там на второй этаж, глянем. Поднимаемся, вот лестница, вылитая из бетона. Так, ну вот так вот выглядит. Тут получается коридор, одна спальня, заходим, а эта спальня где-то... Сейчас я скажу, это метр шесть. Значит, спальни приблизительно одинаковые, там 10,26, 10,60 и одна 12,66. Ну вот, 11 и почти 13 метров по две спальни. Тоже вот окно такое, верхняя часть открывается. Это двухкамерные все стекла, да? Так что 3 стекла, двухкамерное стекло, энергосберегающее. Вопрос такой, дается на этот дом сертификат, да, вот Да. это новый, который ввели, Да, дается, да? У нас утепление 20 сантиметров, плюс блок теплый, короче. То есть оно подпадает под эти новые нормативы, так что все разрешения есть. Вот вторая спальня, это которая тоже там 11 там с чем-то, да, по-моему? Это уже две спальни мы зашли. Кстати, вид, смотрите, вид на следующее оседло, и не так, что вам впритык окна, 5 метров от вас, как мы знаем, иногда бывает, а здесь довольно-таки... Каждый дом имеет участок там. А эти Вместе с участки, домом они... Получается 500 метров квадратных. Участок вместе с домом, это 5 соток, грубо говоря, да? Вот этот именно имеет больше на 200 метров, потому что такая форма. А вопрос такой, земля под этими домами, если человек покупает? Если речь идет о наших людях, значит, суть такая, по документам мы можем продавать украинцам, белорусам и так далее.
Так, это касается иностранцам, слышите, как да? квартиры фактически. То есть не надо позволения. Я понял, не надо брать разрешение, как будто это... но эта земля является властностью, так сказать, покупателя, если он иностранец, или нет, или не является? Он имеет право ею пользоваться. Ага, то есть пожизненное пользование. Да. Все, вот такая есть маленькая. А это что? Это как... Это пральня. Ага. То есть тут там, кто захочет там пралку поставить. Ага. Видите, какие высокие потолки? 3 метра с чем-то. Ну вот и вид, смотрите, тоже. Дорога не проходит, как в Варшаве у вас под носом. Тут душевая, тут ванна, Ага, может быть, вот. там вот умывальники и так далее. Тут. Вот это вот здесь будет душевая кабина. А выводы? Или это в полу? В полу будет. Это будет проводиться все еще. То есть в выливке процессе, это да. все идет. Да, да. Значит, смотрите, вся коммуникация будет идти в полу, в выливке, не в стенах. Не, ну в стены тоже будет. Что-то будет но там только штробиться будет, когда от пола потом уже. обрабатывать, да. Ага. Вот такие окна, духовки. И здесь еще утепление будет 20 сантиметров пены, да? Вот как идут кроковые, так Ага. и это на всю толщину. Да. Видите, балки обработаны антисептиком, так что легче посмотреть, знаете, на строительство, когда оно не законченное еще. Ну да. Потому что там будет дальше, ой-ой-ой, можно только да. Ну вот так вот, видите, здесь еще так. Ну мы еще, получается, еще в 3-ю спальню не зашли, Да. вот 2-й этаж, 1-й по-польски. Вот здесь получается тоже такая, но здесь побольше уже спальня, здесь где-то 12,60, по-моему, да? А потолок будет подшиваться гипсокартоном, я так понимаю. Вот Значит, мы оставляем так Ага. на желание клиента. То есть, если клиент хочет, то можем там сделать потолок, но уже за отдельную оплату. Угу. Ну, то есть вы только, получается, задуваете и закрываете его, да? То есть мы задуваем, оставляем это так, и уже по желанию клиента там ремонт. Кто-то А может будет закрыть. держаться? Ну, естественно. А к чему оно так? Ну, это ж, я так понимаю, пароизоляция, Не, ну да? плиты это... Будут там Да, плиты, да, все, да. понятно. То есть вы закрываете плитами и задуваете в плиту туда, Да, вовнутрь. да. Ну, вот так вот. Ну, как такое строительство. А клиент уже, по желанию клиента можно и отделку сделать, ну, это за По желанию дополнительную, можно да. какой-то, не знаю, чердак там себе как бы там... Организовать, да. Организовать. Ну, то есть, по желанию, чтобы можно было. Вот отсюда тоже такой вот вид открывается. Здесь я хотел еще спросить, здесь эта территория будет закрытая, открытая? Ну, Будет закрытая, будет въездная или брама, или шлагбаум, то еще не знаю, думаю над этим. Въезд будет, потом на улице покажу с той стороны. угу. То есть не вот этот, вот это а другой, пока что да? технический, да. Я понял. Хорошо. Вот эту всю придомовую территорию, на чье это усмотрение будет убираться, Значит, всё это, обслуживание? Скорее всего, будет по типу ОСББ, споудельня из тех людей, которые тут живут. Ага, то есть выборочно кого-то выберут, Да, и будет да, он, так потому сказать, руководить этим всем. Дорога, внутренняя часть, все будет принадлежать каждому дому, там Ага. часть какая-то, да. То есть каждый себе будет убирать, но есть будет создана ОСББ, которая будет, так сказать, уже организовывать такие бытовые. И это уже тогда будет решаться, сколько платить это, то есть на собрании, Да, но так это сказать. уже люди должны самоорганизоваться. Ага. В конце. Ну, вот видите, закрыта потом пароизоляция, гидроизоляция. А толщина крыши, не крыши, а бляхи. Известно, неизвестно? Не помню. Ну, обычно где-то 0,8, вот так вот. Надо будет Да. документы посмотреть. Ну, короче, документация есть. На данный момент, но вот это продано, а что-то есть на продажу уже как готовое или нету еще?
Ну, есть, но фактически соседняя половинка еще не продана. Хорошо. Потом... А, вот это вот, которая рядышком, да? Это дом, который напротив, тоже еще не продан. Есть такая ситуация, у нас дом, который следующий за этим идет. Ну вот, видите. Уже продано. Ага. То есть там еще строится в процессе. Ну, так. Хорошо, процесс продажи, допустим, дается полностью сумма за сразу или, допустим, мы в Болгарии вот приехали, там есть такое, как рассрочка на 3 года. Не кредит, а именно рассрочка, то есть в течение 3 лет, там, допустим, выплачивают Пока люди что часть мы такого не метров. рассматриваем непосредственно от нас, как от девелопера. Угу. Если говорить о банках, то мы можем там помочь с этим. Есть дорадцы банковые и так далее. Ну, кто там может людям помочь с кредитами и так дальше. Плюс к этому, что у нас обязывает устава девелоперская, то есть и так клиент не платит непосредственно на наш счет как фирмы, а платит это на рахунок поверничий, так званый. Ну да, это новое введение такое. И потом инспектор строительный от банка, он приезжает и там смотрит процесс рабочий, сколько там процентов есть сделано, и частями как бы нам деньги отдают. Перечисляет, да? Перечисляют, да. Ага. То есть с этой стороны клиенты могут быть спокойны. Понятно. Хорошо. На данный момент цена вот этого вот сегмента одного. Они, кстати, все одинаковые? Да. Все по одному проекту, да? Да. И хорошо. И цена такого вот сегмента, то, что вы продаете, так сказать, стан замкнутый, без дополнительных каких-то работ. Цена 7000 злотых за метр квадратный. Здесь есть 136 метров квадратных вместе жилой. С гаражом и с этим с техническим помещением. То есть это выходит 952 тысячи злотых. 952 тысячи злотых. Получается цена готового сегмента. Так, ну ладно, вот мы посмотрели. Давайте перейдем на те, которые строятся. Мы еще там посмотрим. Но здесь вы увидели. А, кстати, вот так и остается, да, дверные косяки, ну не косяки, а дверные проемы, это, а все остальное фурнитура это уже, так сказать, заказывает клиент, и клиент уже, и вы можете установить за дополнительные, так сказать, деньги. Можем. Хорошо, ребята, все, пойдемте в другой, сейчас посмотрим, спустимся. Я еще раз там по ходу вам показываю, как оно все выглядит. А, кстати, бригада работает с Украины или смешанная украинско-польская? С Украины только этот прораб или керовник будовы, это польский поляк. Ага, он керовник, да? Да. Понятно. Ну вот так вот, видите. А, кстати, чтобы вам было понятно, вот эта вот проводка, это 2,5 квадрата, по-моему. Так что здесь все идет согласно технической документации, то есть так, как должно строиться, чтобы приняли дом. И этот дом потом, ну вот в таком вот состоянии, он идет уже сданный в эксплуатацию или человеку самому надо сдать? Не, мы сдаем в эксплуатацию полностью, все документации, все делаем. Хорошо. Еще вопрос такой. Ну, понятно, теплые полы, здесь будут заложены пластиковая труба, а климатизация или рекуперация, что здесь будет? Это уже по желанию клиента. Хорошо, но при сдаче дома это же там требуется? У нас есть, согласно нормам вытяжки, все есть. Есть, то есть что захочет человек, то и можно и поставить. Климатизацию хочет, то нет проблем. Ага. Так, хорошо, ну видите, какие большие такие распашные панорамные окна, двери. Так, хорошо, значит, выходим отсюда. Вот, двери, видите, такие. Недешевые китайские. Так что, чтобы вы знали, китайские все ржавеют со временем. Ну. Гараж. Это выход с гаража на ту сторону. Еще, да? Техническое помещение, типа котельня. Ага. Вот, и выход на эту сторону.
Хорошо. А тут получается сверху ж терраса, да? Или нет? Нету там террасы. Просто- В принципе, по проекту там не выходило так, потому что расстояние между домами Понятно, не позволяет, да? не позволяет. Да. Хорошо. А еще такой вопрос. Выход нельзя делать просто сбоку. Если бы можно было, то мы бы сделали. Ну да, было бы классно. А вопрос такой, ну вот этого человек, когда покупает, даже иностранец, не иностранец, есть в правах собственника достраивать там мансарду какую, ну не мансарду, допустим, а перед домом какую-то там терраску, ничего не имеет права? Террасу можно сделать, это малая забудова, там не нужно позволения. Ага, то есть, если там еще что-то типа что-то гаража вот строят, то это, надо, то есть они согласно- сами уже, так сказать, Ну берут да, да, разрешение, да, если надо дадут. брать разрешение, да. Если дадут вам разрешение, то вы можете достроить. Так. То, что мы видим, то есть разрешение. Мгм. Хорошо. И еще. Ну вот видите, такая отделка передней стенки, там пенопласт идет, сколько, 20 сантиметров, 20 да, по-моему? сантиметров. Вопрос. Здесь у вас подключено уже к септикам или городской канализации? Или будет подключено? Будет септик. Септик. Септик к каждому дому. Угу. Фактически гмина работает над вопросом канализации, ну, это где-то год-два. Мы не хотим ждать. Угу. Ну да, потому что 2 года ждать от гмины, пока она проведет трубы. За 2 километра отсюда есть канализация. Тут они должны довести ее, но когда это будет, в этом году, в следующем или через 2 года, то точно неизвестно. Ну, знаете, в Польше очень часто, когда есть септики в оседлах и просто приезжает машина, тут такого критического ничего нету. Ну, идем дальше. Значит, где-то там въезд еще должен был здесь быть. Да, значит, дорога будет идти вот с той стороны. Вот отсюда вот дорога, и будет заезд сюда в оседло. И вот по центральной, так сказать, улице. Вот, да, вот Ага. с того угла, аж там, где трава сейчас растет. Это в процессе мы будем это делать. Мгм. Это вот, к этому дому. А здесь будет травник еще заложен или нет? Или это, так сказать? Ну, Значит, мы снимем шар грунта и Мгм. привезем грунт уже чернозем такой, там 5-10 сантиметров. И на этом все оставим. Угу. Въезды будут с брусчатки сделаны, дорога в конце будет тоже брусчаткой застелена. Сейчас техническая, ну понятно, нет смысла, потому что тяжелый транспорт ездит. Ну да. Хорошо, хорошо. У меня еще один вопрос возник такой вот насчет гарантийного периода на дома. Есть, фирма конечно. дает гарантию, да? Да. А сколько? 5 лет. 5 лет. 5 лет гарантии на построенный дом. А за вот этот вот период гарантийный вы устраняете какие-то там, ну если возникают каких-то. Да. То есть это уже. Законодательство. Если есть там какая-то претензия, то мы тогда и смотрим Ага. и реагируем. Понятно. И вот это вот будет, так сказать, второй этап, это уже до конца, так сказать, вот этих насаждений. Видите, вон лес. Здесь, кстати. Планируем какую-то площадку детскую поставить. Может, корт теннисный, не знаю, еще в процессе думаем, что там поместится. Потому что там как раз зона уже Кампиноса. Угу. Вот этот лес, он уже Кампиносскому парку принадлежит. Там лесопосадка, потому что там дальше есть дорога, а потом уже лес начинается. Ну, видите, вот такая вот лесная зона отгорожена, и здесь никто ничего не построит уже. Это чтобы было вам понятно, что это за территория такая. То есть это охранная зона-полоса, такая лесополоса, которая не подлежит там какому-то строительству. Ну, разве что на законодательном уровне где-нибудь в Сейме. Хорошо, ну что, посмотрим там тогда что-нибудь еще. Ну, допустим, или это точно так же оно сделано? Вот это. То же самое, Всё. только тут нету штукатурки, электрики еще. Ну, мы так просто с краю посмотрим. Еще, кстати, вот эти дома на продажу. Я не говорю, что вы бегом бежали, покупали. Я вам даю только информацию, что есть такое строительство.
под Кампиносом экологическое, что можно прийти и, в принципе, купить. Если у вас есть финансы, то, пожалуйста, приходите и можно покупать, брать кредит. Вот видите, здесь еще нету штукатурки, но вот оно все заготовлено лежит, аккуратненько заштукатурено. И вон, сейчас можем подойти к фундаменту еще, глянуть только. На начальном, кстати, вот вот этот вот, по-моему, уже, да, продан, вы говорили, да? Ну, вторая часть. Да, Вторая дальше, часть. да. И я так понимаю, люди купили чуть дешевле, чем, Да, так сказать, да, той да. цены, потому что это Да, потому на что начальном на этапе, фундамент, да. Вообще покупали. Ага. Вот видите, с двух сторон вот идет по этой стороне, по этой. И я так понимаю, планируется только вот до конца. Не будет тут, как иногда строят сначала дома, а потом втюхивают где-нибудь поближе, еще метра за 2 до этого, по минимальному, еще одну полосу домов, так сказать. Нет, тут нельзя. Есть в проекте 7 домов в первом этапе. Угу. Во втором этапе там поместится еще 4, может будет проект другой. А, что другой проект этих домов, да? Да. Больше, меньше? Не знаю, еще думаем над этим. Ну вот смотрите. Вот начальное строительство, фундамент, залита, так сказать, полоса. И на нее ставятся уже пустаки. Ставится Потом это заливается бетон вовнутрь. на пену ставится. Герметизация идет. Ну это, чтобы вам было понятно, как идет строительство и насколько оно идет качественно. Чтобы вы видели на этом этапе. И потом, а здесь потом утепление идет или нет, или просто заливается? Да, идет. А толщина? 20 сантиметров. 20 сантиметров стиропяна идет, утеплителя, и потом заливка идет пола, а потом уже стяжка. Ну вот так вот. Вот, люди работают. А я вот смотрю, что тоже ставят пустаки, не пустаки, а керамику на пену, да? Да. Монтажная пена специальная именно для Нормальная технология, и пользуется много здесь также. Но она не так давно, потому что я сам всегда был Держит как-то она сильно. лучше, чем Лучше, чем раствор. ну и меньше вот этой грязи, наверное, когда оно все и быстрее вытекает. процесс идет. Видите? Так что это технология проверена, чтобы вы не боялись, что на пену вам посадили. Это ну, не такая пена, которая вот техническая, как в магазинах продается. Это специальная пена именно для монтажа вот таких вот блоков. Ну вот так вот, ребята. Если будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в личку, задавайте в комментариях. Мы дадим связь, так сказать, с этими с компанией, которая это строит, и вы можете приехать, посмотреть, выбрать себе строительство. Пока это, так сказать, строительство на этапе фундамента, на первоначальном, можно купить даже, ну не знаю, как договоритесь. Это уже зависит от стоимости материалов, потому что знаете, что сейчас инфляция и растет все в цене, так что если купите раньше, заплатите дешевле, купите позже, заплатите дороже. И это не зависит уже от компании, это зависит от обстоятельств, которые сейчас нас всех окружают. Так что всем пока, спасибо за внимание, до новых встреч.